Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Хендмейд. Я обратила внимание, что в этом году во всех магазинах продаются различные совы. Игрушки на елку, декоративные статуэтки, но особенно мне понравились большие совы для декора. Все они смотрятся очень атмосферно и празднично. Единственное, что мне в них не понравилось, так это их цена. Уверена, я не одна такая, которой понравилась такая идея декора, но отдавать 5-6 тысяч, а то и больше за игрушку как-то жалко. Поэтому решено, будем делать птичку самостоятельно. В первую очередь нам понадобится 5 или 6-литровая пластиковая бутылка. Прокалываем шилом отверстие и отрезаем горлышко бутылки, ту часть, что с крышкой, чтобы остался округлый верх. Дальше нам понадобится толстая проволока или металлическая вешалка. Главное, чтобы она хорошо гнулась и при этом держала форму. Формируем из нее лапки нашей будущей совы. Я пока просто придала вешалке нужный изгиб, а недостающие пальчики добавлю чуть позже, но вы можете сразу скрутить из проволоки полный скелет лапок. Скотчем заклеиваем отверстие в верхней части бутылки. И им же прикрепляем лапки к туловищу. Дальше нам нужно нарастить сове немного объема. Это можно сделать синтепоном или какой-то тканью. Я решила использовать купленную в фикс-прайсе тряпку для пола. Сначала оборачиваем тряпкой тело совы и фиксируем ткань термоклеем. Дальше дополнительно закрепляем тканью лапки. И фиксируем ткань на голове так, чтобы было как можно меньше складок, а всю лишнюю ткань срезаем ножницами. Из остатков тряпки наращиваем сове бедрышки и попку. Из палочек для суши я делаю сове пальцы на лапках. Отрезаю нужную длину палочек, такую, чтобы ее хватило на передний и задний пальчик вместе. Немного шлифую край и склеиваю по 2 палочки вместе для большей прочности. Фиксирую их термоклеем в изгибе уже имеющихся лапок. Пока у меня получилось по 2 пальчика спереди и 1 сзади. Сначала я хотела оставить лапки такими, но потом передумала и доделала еще 1 пальчик. Вам же советую сразу добавить сове по еще 1 пальчику из проволоки или из палочек. Теперь берем джутовый шпагат и обматываем им лапки сове. При необходимости проходимся по каждому месту по 2-3 раза, чтобы добиться нужной величины и объема. Шпагат обязательно фиксируйте термоклеем, чтобы он не разматывался.
Итоговое оперение для своей совы я решила сделать из тряпок для уборки из Фикс Прайса. Моя сова будет серо-бежевой, но вы можете выбрать и какой-то другой цвет. В Фикс Прайсе такие тряпочки есть разных цветов, и, например, белоснежная сова из них получится просто потрясающей. Возможно, я надумаю сделать себе еще одну птичку именно в белом цвете. Обтягивать сову тканью начинаем с лицевой стороны снизу вверх. Сначала приклеиваем ткань на бедрышки и постепенно поднимаемся вверх, а все стыки и швы старайтесь располагать на задней стороне игрушки. Чтобы сова получилась максимально пухленькой, можно добавить ей недостающего объема синтепухом или холофайбером. Я добавила объема в районе бедер и будущих крыльев. Когда будете обтягивать тканью голову совы, то по желанию ей можно сделать ушки. С ними птичка смотрится намного интереснее. Для этого сначала натяните ткань на макушку, а из оставшихся по бокам складок сформируйте треугольные ушки. У меня по бокам осталось очень много ткани, поэтому лишнее я срезала, и этими обрезками в дальнейшем я обтянула сове крылья. Из тонкого поролона я вырезала для совы животик и мордочку. Но можно обойтись и без поролона, просто вырезать нужные детали из ткани. А для объема слегка набить ее синтепухом или холофайбером. Животик и мордочку я решила сделать бежевого цвета, чтобы сова получилась поярче. Но если вы будете делать птицу белого цвета, то можно сделать ее однотонной. Итак, поролоновые заготовки я обтянула тканью и приклеила их к сове. Правда, животик мне показался плосковатым, поэтому я добавила ему объемы синтепухом. Все в том же Фикс Прайсе я купила подхваты для штор в виде шнура с кисточкой. И этим шнуром я и решила задекорировать все стыки. Получается, кстати, очень аккуратно. Главное выбрать подходящий цвет. А можно воспользоваться, например, кружевом или лентами. Из тонкого поролона вырезаем крылья. Если поролона у вас нет, то можно использовать картон. И обтягиваем крылья тканью, той же, которой обтягивали туловище. Если вы сделаете сову однотонной или если сделаете внутреннюю часть крыльев в цвет животика, то вам хватит 2 тряпок для уборки из Фикс Прайса. Если же будете делать крылья однотонными, то лучше купите 2 тряпки одного основного цвета и одну для животика и мордочки.
Торцы крыльев декорируем шнуром, кружевом или тесьмой и приклеиваем крылья к туловищу совы. И лучше приклеивать только верхнюю часть крыльев, чтобы кончики немного торчали в стороны. Так будет смотреться более естественно. Также шнуром или кружевом декорируем мордочку. Из кисточек от подхватов для штор я сделала кисточки на ушки. Но такие же кисточки можно сделать и из пряжи или из ниток. Из тонкого поролона или картона вырезаем заготовку для хвоста и обтягиваем ее тканью в цвет туловища. Торец декорируем шнуром или кружевом. И приклеиваем хвост к туловищу совы. На этом этапе я окончательно решила, что нужно добавить сове еще по одному пальчику на каждую лапку. Поэтому согнула из проволоки 2 капельки, обмотала их шпагатом и приклеила термопистолетом пальчики на лапки. Из пеноплекса или пенопласта аккуратно вырезаем острым ножом клюв. Шлифуем его наждачной бумагой или пилочкой для ногтей и красим черной акриловой краской. Пока клюв сохнет, сделаем глазки. Их я решила делать из крышечек от пластиковых контейнеров. Так как они у меня сразу желтого цвета, можно их не раскрашивать. Если же у вас крышечки другого цвета, раскрасьте их желтой акриловой краской. Черной краской рисуем контур и сушим. Приклеиваем термопистолетом клюв и глаза. Черной акриловой краской рисуем зрачки. А белый – блики. По желанию чуть-чуть добавляем на клюв золотой краски, и наша сова готова. В клюв ей можно дать какое-то украшение. Можно использовать ее как почтальона и дать какую-то записку. А если вы или ваши дети фанаты Гарри Поттера, то можно закрепить ей в клюв письмо из Хогвартса. Сейчас моя совушка будет сидеть на перилах лестницы у елки, а после Нового года я отправлю ее в библиотеку. Мне кажется, что среди книг она будет смотреться очень гармонично. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось, и вы нашли для себя что-то новое, полезное и интересное. И если это так, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться этим видео с друзьями. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем волшебного настроения и сказочных идей. До скорой встречи. Пока-пока.